on this bike from Helsinki to Lapland. Сегодня я начинаю велосипедное путешествие на север Финляндии до города Торнио, примерно 760 километров отсюда. Вот это велосипед, на котором я поеду. Я не успел еще далеко проехать. Я увидел такую забавную штуку. Поддержка Трампа. Совершенно рандомные встречаются такие прикольные вещи. Тут дождь начинается, черт возьми. Вот такая здесь архитектура. Скейт-парк, в котором полно народу, и вообще не похоже, что какая-то корона. Я представлял, что здесь будут какие-то трущобы. Так, я пришел в магазин. Мне тут нужно купить спирт. Мне сегодня до первой ночи в палатке нужен будет спирт. Я буду вот на нем греть и готовить. Маринол называется. У нас здесь небольшое препятствие. Шлагбаум. О, что, застрял, что ли? Судя по Google карте, вот за тем перевалом должна быть какая-то загадочная херня. Что здесь могут добывать, как вы думаете? Что-то все такое ржавое, что, мне кажется, оно уже давно не работало. Давайте-ка залезем. Вот так вот мы катаемся на велосипедах. Прятаться от дождя. Фух. Я чувствую себя какой-то промокшей собакой. Ну, пошли вещи затаскивать в палатку. Вот сегодня я буду пасту карбонару. Будем лакомиться. Я сейчас буду готовить еду. Я хочу показать, как я это делаю. Вы помните, я сегодня покупал спирт. Вот этот спирт горит. Вот это такой набор. Гениальная конструкция. Сначала кастрюлька побольше. Этот набор для приготовления пищи используется в финской армии. Он просто размешивается вот тут вот в этой воде. Она сейчас закипела. Первое утро в палатке. На улице красиво. Там столько рыбы. Она плескается вся. И утки, они, наверное, за ней охотятся. И вот у меня вчера палатка возгорелась. О. Я понял, что она горит очень ярко и быстро. Сегодня обещали, что будет 13-15 градусов и солнце светить. Это было бы очень круто. Прям... На завтрак у нас сегодня ризотто. Ризотто с трюфелями. Разварилось. Чисто чтобы представляли, что из себя представляет дорога. Эти вот леса, иногда бывают поля. И вот они чередуются. Леса, поля, иногда чуть-чуть в горку, иногда спуск. Вот, поля пошли. Леса, поля. Велосипед, который сам едет и сам с собой управляет. У него есть навигатор, вот это вот навигатор. На него нажимаешь, говоришь, куда ты хочешь ехать, и он сам едет. Я нашел на дороге лягушку. Знаете, лягушки, они же хладнокровные, поэтому сейчас довольно-таки прохладно. И она как бы ничего не может делать, потому что когда холодно, они или не двигаются вообще, или двигаются очень медленно. Это ее можно даже погладить. Ой, привет, привет. Я нашел такую заброшечку. Но она, конечно, маленькая. Но тут вот есть такой телевизор. Олдскульный телевизор.
И еще, мне кажется, как, только что какие-то звуки были. Но, блин, это крипи. Вот с таким звуком она скрипела. Но это был сквозняк. Вот такая разруха. Рядом вот с рекламой этого города, который здесь находится. Найди свои корни. Нет, построй свои корни. Вот предлагают сюда приезжать и строить свои корни. Ну, я не зря остановился в этой заброшке, потому что я нашел 2 евро. Серьезно, вот. 2 евро. Это самая американская гамбургерная вообще по всей Финляндии. Может быть, даже более американская, чем в Америке. Это вообще самая лучшая гамбургерная в мире. Вот как здесь. Если бы не было короны, то можно было поесть вот там вот, в автобусе прямо. Сегодня у меня 3-й день, только начался. Я остановился, чтобы снять вон тех вот журавлей. Вот они, красавцы. Вот какие ходят. У меня какая-то депрессия вообще началась. Как почувствовал какую-то вообще бессмысленность всего этой поездки. И никаких кемпингов и душей у меня тоже не будет в следующие 3 дня. Так что сейчас все становится серьезным. Я выехал на большую дорогу. Ну, то есть типа шоссе, что ли. Здесь ездят всякие грузовики. Мне по этой дороге сегодня херачить вообще километров 75 еще осталось. И все по этой дороге. Ну вот уже в самом конце дня я заехал в маленький городок. Называется Leivonmäki. О, погода все еще прекрасная. И настроение тоже хорошее. Тут есть магазин, я вот в него зайду. Мне, в принципе, ничего особенно не надо, но, может быть, там что-нибудь вкусненькое найду. Ну вот, велосипед остался здесь, а я пошел вон туда. Только хочется подальше отойти от дороги, а идеально было бы вообще дойти до пруда. Вот он. Я нашел озеро, на котором я хотел остановиться. Он еще покрыт льдом. Но здесь на берегу нету ровных мест, где поставить палатку. Блин, красиво здесь. А еще, когда я шел сюда, я нашел какие-то какашки. Вот я боюсь, что это медвежьи какашки. Can somebody tell me if these are bear droppings? Are they? Ну, медведь на меня, наверное, не нападет в палатке. Я довольно-таки долго искал место. Здесь очень мягко и сравнительно ровно. О, хера себе какой муравейник. Ой-ой-ой, он, кстати, полон муравьев. Looks like my dinner is ready. It's spinach pasta with bacon. Sounds good, right? Доброе утро. Пошел 4-й день. Вот этот мох, он такой мягкий. Прямо очень хороший. Я очень хорошо сегодня палатку скрутил. Вот, прям такой идеальный рулончик, как будто из магазина. Сегодня настроение хорошее, и погода вроде хорошая. Небо вон голубое. Но сейчас тут не очень много вообще движения. Вчера там было очень много муравьев. Они прям все так бегали.
А вот я остановился просто снять здесь. Вот это какая-то ГЭС, наверное, или просто завод старый, который работает вот на этой гидроэнергии. Мне еще сегодня осталось ехать очень долго, еще больше 60 километров. Но у меня будет еще 2 остановки. Самое главное, чтобы была хорошая погода, ведь, да, друзья? Завод по производству бумаги. После всех этих деревушек и городишек тут появляется такой довольно-таки большой населенный пункт, в котором есть даже всякое искусство, художество. Вот, например, вот такая фигня. Здесь ходят всякие жгучие блондинки. О, я нашел прекрасное место для палатки сегодня. Hello! I'm like halfway to Tornio, and mornings are getting colder and colder. It's really cold today. Я проехал уже 30 километров сегодня, и сейчас переезжаю вот такой вот мост. Вот, посмотрите, какие здесь красивые виды. Но этих видов так много везде. Проезжаю город Виитасаари. Он известен очень большой лесопилкой. Я зашел в музей копьеметания. Это потому, что Финляндия вообще традиционно сильна в копьеметании, метании копьем. И что интересно, то что большинство чемпионов мира, олимпийских чемпионов, они из этого маленького городка. Пихтипудас. Вот, например, какой-то чемпион, но он совсем не атлетического вида. Тут, короче, пошел прямо дождь. Но это ничего, это наоборот круто. Так едешь, слушаешь музыку, и чем труднее, чем сложнее, чем хуже условия, тем на самом деле круче и больше сил. Тут что-то еще с велосипеда еще сломался. А дождь вроде закончился. Он не очень долго шел, но он был довольно-таки сильный. Это облако прошло надо мной и куда-то туда вон вперед ушло. Теперь ждем радуги. В брызгах проходящие машины радуги. Ждем радуги. Это будет очень крутая радуга. Кстати, вон появляется радуга, видите? Ну, сегодня было просто экстремально холодно, ну для меня точно. Палатка покрыта вот таким вот слоем льда. Я в 5 утра встал,
потому что мне предстоит очень долгий и тяжелый путь. Сегодня еду до Оулу. Пойду сейчас позавтракаю и поеду. На дороге, кстати, очень много сбитых животных. Ну, весна же. И вот тут они уже такие поеденные. Я въезжаю в населенный пункт Кар-Самяки. И меня один мой друг предупреждал, что здесь к посторонним подозрительно могут отнестись. Даже к такому там парнишке из Хельсинки ему может залететь. Я сделаю такой эксперимент и поснимаю видео на русском языке. Ну вот мы в самом центре Кар-Самяки. Это библиотека. Но народу вообще никого, ну ни души. То есть, если от кого-то и может залететь, то пока не от кого. Но на самом деле слухи были преувеличены. Очень симпатичный город, мне понравился. Северный ветер в лицо, мерзнут кончики ног. О, лось перебежал дорогу. Suomen keskipiste. Это значит центральная точка Финляндии. Совпадение? Не думаю. Я проехал где-то 90, осталось еще 80. Но сейчас так тяжело, что мне каждые 10 километров приходится останавливаться и отдыхать. Как туалет выглядит, что-то темно. Свет тут хоть есть где? Света нет, что ли? Вот там вот есть какое-то водохранилище, что ли. Like it's something in the air at that time, don't know why. Always dream of you when spring comes. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday. Halfway up. Оулу, 11 километров. Хорошо вчера было выспаться в мягкой, теплой кровати. Я просто не могу это передать словами, как это было приятно. Я еду в Кеми, до Кеми 110 километров. Буду останавливаться, я думаю, довольно-таки часто. И к вечерку приеду. Tämä on tosi helppoa kalastamista. Niin. Tässä on jo vaan kevät. Joo. Niin ne nousee tästä virtaa ylös. 20 километров от Оулу. Это уже следующий город. Называется Хаукипудас. Ну, чувствуется, что уже север. Приезжаем в город с гордым названием И. И. Вот напишите в комментариях, что изображено на этом гербе. Все чаще попадаются такие речушки, которые текут как бы прямо из леса. Yes, я сделал это! Доехал на велосипеде из Хельсинки до Лапландии. Вот. Лаппи — это Лапландия по-фински. Вот это я вижу только в Лапландии. Такие речки, которые текут как бы по дну леса. И деревья в нее прямо погружены. Это финиш. Я приехал в Кеми. 740 километров, 7 дней. И вот я тут. В городе Кеми есть какая-то индустрия, которая очень вонючая. Я думаю, это целлюлозная промышленность. Вон он там дымит.
Она еще шумит так. Послушайте. Moi. No niin, pääsin perille. Airbnb мне оказалось очень интересная. У меня здесь есть сауна. И вот моя комнатка. И вот мой кот. Завод, про который я вчера говорил, он продолжает работать. Я думаю, он работает круглосуточно. Но сейчас тоже есть запах, но он не такой отвратительный, как вчера. Сейчас пахнет как бы сжженной резиной. А вчера воняло какой-то дохлой кошкой.